Приобрел для коллекции советский рентгенметр ДП-2. Прибор поставляется в шикарной брезентовой сумке с наплечным ремнем. Верхняя часть застегивается на 4 кнопочных застежки. Внутри сумки сам рентгенметр, книжка с документацией и отвертка. Прибор 1959 года выпуска. Его предназначение только одно – замер дозы гамма-излучения при атомной войне. Больше ни для чего не пригоден, так как диапазон, в котором он работает, это от 100 миллирентген до 200 рентген в час. В быту такой рентгенметр абсолютно бесполезен, и его покупают только для коллекции. У ДП-2 нет привычных счетчиков Гейгера. В нем установлена ионизационная камера довольно большого объема, 350 кубических сантиметров. ДП-2 работает от специальной плоской батареи напряжением 1,6 вольта, которая размещается в специальном герметичном отсеке. Такие батареи уже 100 лет не производятся, но вместо нее можно поставить любую 1,5-вольтовую батарейку, например, вот такую. Я припаял к ней 2 провода, и все готово. Устанавливается она так. С помощью подпружиненных контактов. Раз, два, и все готово. Подпружиненные зажимы мне очень понравились. Такое встречаю нечасто. Кстати, сам прибор тоже полностью герметичен. У него нет никаких выносных зондов. То есть вы просто заходите в радиоактивную зону, делаете замеры и уходите, если есть куда. У рентгенметра всего один переключатель, с помощью которого устанавливается режим работы. Главная фишка ДП-2 – это сменные шкалы у стрелочного прибора. Это очень круто. В выключенном состоянии прибор показывает такую надпись. Режим контроль нуля необходим, чтобы выставить стрелку микроамперметра на нулевое положение для точных показаний. А остальные 3 режима переключают шкалы мощностей дозы радиации. Первый под диапазон это от 0 до 2 рентген в час, второй до 20 и третий до 200. Кстати, цвет шкал тоже меняется до темно-красного. В более поздних приборах шкалы белые. Для работы в темноте имеется кнопка подсвет. В темноте как-то вот так видно подсветку. Очень неярко. Питание лампочки от батареи КБ-1, которая устанавливается вот в это отделение. Как все это работает? От блока питания высокое напряжение подается на электроды ионизационной камеры. В цепи камеры имеется высокооhmный резистор. Когда излучения нет, то ток через камеру не идет. Под воздействием же гамма-излучения воздух внутри камеры ионизируется, то есть его атомы приобретают заряд. Чем выше мощность дозы, тем выше ионизационный ток. Проходя через резистор, ток вызывает падение напряжения на резисторе. Это падение напряжения измеряется с помощью усилителя постоянного тока на основе электрометрической лампы. И дальше фиксируется с помощью микроамперметра. Кнопка «Препарат» нужна для проверки работоспособности прибора. Чтобы это сделать, надо переключить режим на 2 рентгена и нажать на кнопку. Внутри прибора содержится бета-активный контрольный источник на основе стронция-90. При нажатии на кнопку в глубине открывается шторка, и поток бета-частиц попадает в ионизационную камеру. При изготовлении прибор калибруется так, чтобы он показывал 1,5 рентгена от контрольного источника. К сожалению, в моем ДП-2 кнопка почти не нажимается,
и слышен скрежет. Нужно разобрать аппарат и смазать механизм. Как видно, пломбы все на месте, прибор пока не вскрывался. Но проблема вот в чем. С 1959 года прошло уже более 60 лет. И когда я включаю аппарат, я слышу тихий свист трансформатора, что нормально. Однако больше ничего не происходит. Стрелка никак не шевелится, ни на какие регулировки не реагирует. Поэтому нужно лезть внутрь и смотреть, что там не так. Однако вскрыть корпус не так просто. Как я уже говорил, внутри содержится очень активный контрольный источник. И 60 лет назад он фонил на несколько рентген. Сейчас уже прошло 2 периода полураспада стронция, его активность уменьшилась вчетверо. Но все равно это довольно опасное излучение. И я не знаю, в каком состоянии вообще сам источник, не рассыпался ли он. Давайте замерим рентгенметр снаружи. Замерять буду в режиме гамма плюс бета. На крышке у нас 22 микрорентгена в час условно. А вот если перевернуть корпус и замерить в самом горячем месте, то здесь уже около 3 миллирентген в час условно. Опасно. Причем здесь смесь бета-потока и тормозного излучения от стенки корпуса. Отдельно я восхищаюсь книжечкой, где есть все про прибор. Описано предназначение, как им пользоваться, принцип работы, электрическая схема прибора, конструкция прибора, как им пользоваться, проверка и ремонт. Все по уходу за прибором. Описаны характеристики элементов прибора. Трансформатор, пожалуйста. Транзистор. Технический формуляр. Так, произведен был 30 июня 1959 года. Проверка градуировки прибора. Это вот при производстве. Интересно, значит, расчетная мощность дозы 0,5 рентген в час, показания прибора 0,45, погрешность почему-то 2,5%, хотя, по-моему, это 10%. В конце есть принципиальная электрическая схема прибора, перечень всех используемых радиодеталей, а также монтажная схема. Все это мне очень поможет при поиске неисправности. Вскрывать прибор я буду с предосторожностями. Во-первых, на пленке, во-вторых, в перчатках, в-третьих, бета-источник не надо трогать руками, я буду брать его пинцетом, либо плоскогубцами. И сразу помещу его между стеклянными пепельницами и унесу подальше. В-четвертых, для защиты глаз от бета-излучения необходимо использовать очки либо щитки из толстого плексигласа. И ни в коем случае нельзя подносить источник к глазам. Я буду пользоваться 5-миллиметровым стеклом, которое я закреплю в штативе перед лицом, и сделаю такой экран. Стекло очень хорошо задерживает бета-поток, оно ослабляет его в десятки раз. Потом проверю. Затем я протру корпус изнутри салфеткой и измерю ее активность. Если салфетка покажет повышенный фон, это значит, что источник испачкал внутренности прибора. В таком случае я, скорее всего, откажусь от ремонта. Приступаем к вскрытию.
Так, вот внутренности прибора. Электрическая схема. Здесь блок радиометрической лампы. Коричневая — это ионизационная камера. А вот здесь вот это и есть контрольный источник. Рядом с источником 32 миллирентгена. Кстати, вот за стеклом я сейчас смотрю, излучения нет вообще. Рядом со стеклом, сбоку от стекла, у меня сейчас около 400 микрорентген. То есть стекло полностью все экранирует. Так, но сначала я проверю, нет ли здесь вообще следов радиоактивного элемента. Так, это фонит этот сам прибор. Ну, нет, вроде все чисто. Чисто. Это очень хорошо. Так, и проверю я еще изнутри сам корпус. Так, на ватке, в общем, около 50-60 микрорентген. Это неприятно. Источник я сейчас все равно сниму. Вот он, ужасный источник. Сейчас, наверное, радиоскан сойдет с ума. Больше 1 рентгена в час. Ужас. А через стекло? Ну, через стекло показывает 400... А нет. Через стекло показывает около 500 микрорентген. То есть это очень даже неплохо. Стекло его полностью практически экранирует. Вот этой ваткой я протер сам источник. И смотрите, что тут. Тут адская радиоактивность. Теперь замерю сам прибор. Да, здесь четкие следы радиации. Так, ну что же. Да, мне это все очень не нравится, поэтому чистить его я не буду. Нет. Но это очень много. И ремонтировать я его не буду, к сожалению. Чищу пока прибор, протираю его влажными ватками. Проверяю все радиосканом. Уже, в принципе, практически его я отмыл. Здесь еще какое-то грязное место у него есть.
Но в принципе сейчас уже он не опасен относительно, конечно. Но пока еще есть. Ну, вот 40 микрорентген. Здесь побольше. Да, здесь в районе 60. Ну, в принципе, с этим уже, по крайней мере, можно работать. Но я его сейчас еще почищу. Уже лучше, конечно. Открыла я индикационную камеру, скорее всего, из-под нее фонит. Сейчас я ее тут тоже протру. Отодвинул шторку. Здесь сейчас наверняка еще грязная. Здесь чисто с этой стороны вообще. А вот здесь вот что-то еще есть. Еще немножко сейчас почищу, а в принципе прибор чист. С ним скоро можно будет работать. Конечно, по-любому соблюдать меры предосторожности. Но в этой части мне делать ничего не надо, я ее трогать больше не буду. Электроника вся вот. Вот здесь я и буду смотреть, что не так. В общем, прибор я практически очистил, там уже в районе 20 микрорентген. Атомфастом еще проверил его. В принципе, ничего такого нету. Хоть атомфаст не очень хорошо на бету реагирует, но повышенную концентрацию он все-таки чувствует. А вот, кстати, радиоактивные отходы. Вот на радиоскане 24. В принципе, более-менее я их отмыл. $28. Ну, с этим можно уже работать. Вы не поверите, но прибор после вскрытия заработал. Пожалуйста. Стрелка регулируется. Вот так-то. Хотя ничего не делал. Только разобрал я индикационную камеру и собрал обратно. А с контрольным источником вот что. Я несколько раз его уже протирал влажным ватным тампоном и выяснил, что сам корпус металлический, он не мажется, но мажется вот только та круглая часть, где сам источник. Поэтому я его сейчас просто залью каплей лака и оставлю сохнуть. И потом он будет, в общем-то, безопасен. Ну как безопасен? Так, вот так сейчас мы сделаем.
Ну вот, в принципе, когда лак застынет, то мазаться он больше уже не будет. И с ним можно будет работать. Но я его либо поставлю обратно, либо проведу какие-либо эксперименты, а потом я его, скорее всего, все-таки сдам в МЧС, и пусть его утилизируют, потому что такую опасную штуку дома держать мне не хочется. Ну, пока будет храниться вот так. Ну, через стекло он вполне безопасен. Ну, около 200 микрорентген условных. Напомню, что без стекла фон более рентгена. Радиоскан шкалит. Я даже не знаю, какой там фон. Буду его замерять DP5V. Источник пока злится даже под толстым стеклом. То есть пепельница плюс еще вот это 5-миллиметровое стекло. Но это, скорее всего, даже не бета, а тормозной рентген от самого стекла. Но в любом случае, поскольку там больше рентгена, то два слоя стекла очень эффективны. Очень. Бета-поток. Сейчас ничего нет. А так, 17 миллирентген. Замеряю с помощью DP5V. Ну, вот через зонд показывает где-то около 2,6 умножить на 100, то есть вот уже почти 300 миллирентген, около 300 миллирентген. Но на самом деле, конечно, там больше. Сейчас попробую снять корпус зонда и замерить еще раз. Снял корпус, стрелку сразу кладет. Переключаемся на диапазон 1000. Рентген. 2 рентгена. Два с половиной. 3. Ну, это вот вплотную к источнику. Показывает 3 рентгена. Ну, вот где-то так оно и есть. Теперь смотрим за атомфастом. Я уже проверил. 12 тысяч жесткой беты. 12 миллирентген. Ну, больше он бету не видит. Хотя ее там значительно больше, около 3 рентгенов. Вот такой вот опасный источник. Ну, под стеклом, кстати, все нормально. Это через корпус стекла. 330 на радиоскане и 640 на атомфасте. Интересно. Источник крупным планом. Здесь можно поподробнее увидеть электрическую часть прибора. Это блок электрометрической лампы. Он герметичный. Лампу не нужно трогать, не нужно, чтобы туда попадала влага. Также внутри содержатся высокооhмные резисторы. Это вот старый триод, это трансформатор.
Вот в этой части я как раз собирался менять детали, которые, по моему мнению, уже должны были выйти из строя. Это вот два электролитических конденсатора. Вот это конденсаторы металлобумажные, МБМ. И селеновые выпрямители, это прообразы современных диодов. Эти детали я как раз хотел все проверить, при необходимости заменить. Но поскольку прибор заработал, то я ничего трогать не буду. Хотя, конечно же, параметры всех этих компонентов уже отличаются от того, какими они должны быть. Но я не хочу просто портить аутентичность DP2. Пользоваться прибором я все равно не планирую, а для коллекции лучше, чтобы все детали были оригинальными. С этой стороны видны подстроечные резисторы для диапазонов. Это 200, 20 и 2 рентгена. Вот, это переключатель галетный. Вот, кстати, рычаги, которые переключают шкалу на микроамперметре. Вот эту кнопку, которая у меня скрежетала, я смазал, разобрал, открутил тут гайку, вынул ее и смазал. Это лампочка подсветки, это резистор установки нуля. А вот эта шторка, которая закрывает окошко источника. Это регулируемая диафрагма, которая регулирует поток от бета-источника, попадающий в камеру. Вот она совсем чуть-чуть приоткрыта. Но я ее откручу, чтобы была больше открыта, поскольку активность источника уже упала в 4 раза. Кнопка теперь легко нажимается. Я собрал аппарат, но, правда, на контрольный источник он реагирует слабовато. Но как-то реагирует. Видимо, все-таки нужно менять детали, которые я планировал заменить. Но вряд ли я буду это делать, поскольку он мне все равно не нужен. А портить оригинальность я не хочу. Главное, что он включается. Внутри я его почистил от радиации. Контрольный источник я, можно сказать, обезвредил. Хотя я его, скорее всего, все-таки сдам куда надо. Ну и на этом все. Спасибо всем, кто смотрел.